Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодняшнее видео будет посвящено изготовлению лука из ПВХ-трубы. Это будет первая часть, посвященная лукам. Также в будущем планирую сделать блочные луки и арбалеты. Но это потом, так как сегодня у нас не очень сложный, но при этом постараюсь сделать красивый лук из ПВХ-трубы. Ну а теперь приступим к изготовлению этого лука. Для изготовления нам понадобится 2 ПВХ-трубы длиной по 60 см и диаметром 32 мм. Также понадобится вот такой обвод для этих труб. Нагревать ПВХ-трубы буду в коробке, обклеенной изнутри фольгой. Эта коробка нужна, чтобы лучше удерживать тепло и как можно быстрее нагревалась труба. Перед нагревом продеваю палку в трубу и вешаю проделанные пазы в коробке и начинаю прогревать строительным феном. За место фена можно использовать газовую горелку. Постепенно прогреваю трубу и при этом ее равномерно прокручивая. Нагреваю до тех пор, пока труба не станет эластичной. После нагрева надо сплющить с одной стороны. Для этого я сделал из ДСП форму. Кладу нагретую трубу и сверху прижимаю ДСПшкой, а на нее ставлю 2 32-килограммовые гири. Как вы могли заметить, я подложил маленькие отрезки реек разной высоты для равномерного и одинакового сплющивания ПВХ трубы. После того, как труба остыла, достаю ее из формы. И сразу опять нагреваю феном один край до эластичного состояния и придаю ему вот такой изгиб. Карандашом отмечаю углы и отпиливаю их на ленточном станке. Дальше обрабатываю на наждаке и на нем же делаю пазы для тетивы. Далее, после проделанных операций, буду сваривать эти плечи с обводом. Свариваю таким аппаратом для сварки ПВХ труб. Если бы у меня его не было, то сваривал обычной газовой горелкой. Как все сварил между собой, получается такой лук без тетивы. На этом можно было закончить, но нет. Дальше приступаю к изготовлению полочки. И для изготовления понадобится канализационная труба и 3 самых дешевых зубных щеток. Первым делом займусь щетками. Для этого скотчем заматываю щетину, чтобы ее не спалить при нагреве феном или горелкой. Аккуратно нагреваю до эластичного состояния и делаю такой полукруглый изгиб. После отрезаю и получаю такие щетки для будущей полочки. Ну а полочку размечаю на трубе вот таким образом, без размеров, просто на глаз, и выпиливаю граверной машинкой. После того, как выпилил, отрезаю ножницы место для стрелы. Нагреваю феном и придаю форму к месту, куда будет крепиться полочка. Перед тем, как крепить полочку, у щеток закрашу стену черным маркером и их приклеиваю вовнутрь полочки по окружности на горячий клей. Полочку креплю на обвод 2 саморезами. Для красоты я решил покрасить краской из баллончиков 2 цвета, зеленый и черный. Перед покраской полочки щетину заклеил бумажным скотчем. Для тетивы буду использовать обычную веревку. Отматываю определенную длину. Из 2 концов делаю петельки. Далее мы перемещаемся на улицу и одеваю вот таким нехитрым способом на лук тетиву. Вот и в итоге получился такой лук. Перед тестом этого лука измерю его натяжение обычными весами. И натяжение этого лука составляет 14-15 кг. Такое натяжение для этого лука в принципе достаточно. Ну а теперь приступим к первому тесту. Для этого теста я взял 5-литровую бутылку с водой и проверим, какой же урон смогу нанести этой бутылке. Стрелять я решил с небольшого расстояния, по той причине, чтобы было больше вариантов попасть. И признаюсь, не с первого выстрела я попал, но в итоге 2 выстрела подряд сделал прям в яблочко.
Следующий на расстрел взял какую-то старую из-под краски жестяную банку. И как видим, что для этого лука и особенно стрелы эта банка была не преградой. И эту банку легко пробило насквозь. Ну вот видео подошло к концу. Если вам интересно, как изготавливалась эта стрела, ссылочка под видео будет в описании. Если вам видео понравилось, ставим палец вверх, подписываемся на канал. Всем удачи, всем пока.